Длина наклонной плоскости 4 метра, высота 1 метр. Определите, какая требуется сила, чтобы удержать в равновесии на наклонной плоскости груз весом в 1000 ньютонов. Трение в расчет не принимать. Если при наличии трения груз не скользит вниз, то чему равна сила трения? Известно, что длина наклонной плоскости L равна 4 метра, высота H равна 1 метр. И груз весом 1000 ньютонов. Требуется выяснить, какая сила необходима для того, чтобы удержать. Если груз не скользит вниз при наличии трения, то какая это будет сила трения F3. Здесь будет находиться груз. Это длина наклонной плоскости. Вот это треугольничек ABC. АБ равно L равна 4 метра. Естественно, BC равно H равно 1 метр. На всякий случай давайте определим, какой же этот катет в этом прямоугольном треугольнике AC. Поэтому AC квадрат равен квадрат гипотенузы минус квадрат катета. АБ квадрат минус BC квадрат. И так будет AC равно корень квадратный. АБ квадрат 4 метра в квадрате будет 16 метров в квадрате минус 1 метр в квадрате. Метры квадраты выносим за скобки и за дужку. Получаем метры, корень квадратный из 15. Или такое значение корень квадратный из 15 добудем из таблицы, это будет 3,873. Обычно 2 оставляем знака после запятой. Так, на всякий случай АС у нас тоже здесь. В данном случае груз, который находится здесь, у него вес 1000 ньютонов. Естественно, в этом случае вот этот вес можно разложить на составляющие, которые непосредственно давят на плоскость АС, она всегда является перпендикулярной. Вот этот угол 90 градусов всегда, поэтому, естественно, здесь угол 90 градусов. И на часть составляющей, которая скачивает этот груз вниз. То есть у нас сейчас груз распределился на две составляющие. Эта составляющая будет компенсирована реакцией опоры. Он не будет падать, он будет только двигаться вниз. Из-за подобия треугольника в этот треугольник, если мы обозначим альфа здесь, так этот треугольник тоже вот здесь альфа будет. Ну и этот альфа. Мы можем определить соотношение сил в малом треугольнике, используя большой треугольник. Раз эти треугольники подобные, потому что углы 90 градусов это стороны соответствующим образом перпендикулярны. Поэтому из геометрии будем знать о том, что вот этот треугольник или этот треугольник подобен вот этому треугольнику. Раз они подобны, значит тогда F будет, например, так относиться к гипотенузе. Вот эта сторона, как высота, относится к гипотенузе. Вот это обозначим силу N, которая реакции N1. Тут можно было написать просто F равно P на синус альфа, потому что противолежащий угол. А N это будет P на косинус альфа. И поскольку альфа тут, можно, конечно, его посчитать, но лучше взять соотношение. Синус это отношение противолежащего катета к гипотенузе, а косинус это отношение прилежащего катета к гипотенузе. Поэтому F так относится к P, как BC относится к AB. Другими словами, BC это у нас будет равна единичка, 1 метр, 4 метра. Поскольку метры сокращаются, это будет 1 четвертая. F делить на P будет равно 1 четвертая. Отсюда можно определить F чему будет равно. F равно P умножить на единицу и делить на 4. Итого равно 1000 ньютонов делить на 4 будет равно 250 ньютонов. Это сила, которая скачивает этот груз по наклону плоскости вниз. Если у нас трения нет, для того, чтобы груз не падать, нужно компенсировать его противолежащей силой F2. В данном случае сила F2 для того, чтобы груз не падал, будет равна силе F. Тогда груз будет находиться в неподвижном состоянии, поскольку эта сила будет компенсирована. Ну и, естественно, эта сила удерживает этот груз при отсутствии трения, чтобы он не скатился вниз. Часто встречаются задачи, что в качестве веса берут именно значение вот это, n. То есть из-за того, что бывает альфа маленький, под углом считают, что вес он направлен вот так. Это не совсем правильно. Но в любом случае, если такая задача попадается, можно предлагать два решения. Первое решение, что вес направлен вот так, как правильно, перпендикулярно вдоль основания. А второй случай нужно рассмотреть, что вес направляет перпендикулярно поверхности. Не перпендикулярно основанию горизонта, а перпендикулярно поверхности, на которой находится этот груз. Давайте рассмотрим, насколько они будут разные. В данном случае, когда мы правильно расположили вес, сила скачивания равна 250 ньютонов. Для того, чтобы держать, нужно 250 ньютонов. Либо этот же самый, если существует сила трения, то эта сила трения будет равна чему? Раз она удерживает этот вес, значит сила трения в данной ситуации будет равна тоже вот этому значению F. Мы не прикладываем силу, а просто сила трения здесь удерживает. Вот здесь мы указали, что мы указали внешнюю силу, мы ее держим. А тут, когда существует сила трения, и груз не падает вниз, не скатывается, значит сила трения тогда удерживает вот эту силу, которая стягивает этот груз вниз. То есть сила трения в данном случае будет равна вот этому значению. Можно сказать, что F трения, если существует трение, то она будет равна тоже 250 ньютон. Если трения не существует, груз
будет, естественно, скатываться вниз. Нужно приложить сюда самостоятельно силу для того, чтобы она удержала этот груз. Эта сила, которую мы прикладываем, будет равна вот этой составляющей. Рассмотрим второй вопрос, когда считают, что вес направлен перпендикулярно поверхности вот этого клона. Иногда на горе там берут небольшой угол возвышения. Можно, опять же, из вот этого треугольника посмотреть. Это N так относится к F, как AC относится к BC. То есть еще раз говорю, что иногда в задачах вот эту составляющую берут, как вроде бы это является вес. Поэтому нужно предлагать два варианта. Один вариант такой, что вес направлен перпендикулярно вот линии, которая идет к горизонту, а второй вариант – брать вес, который вроде бы как перпендикулярный идет к основанию горы, но дело в том, что это не совсем корректно. Ну, отсюда давайте посчитаем, чему равно будет F. Посмотрим, какая будет разница в этих значениях F, тогда равно N умножить на BC и разделить на AC. Подставляем значение, а вот это N берем как 1000 ньютонов. Посмотрим, какая будет разница. 1000 ньютонов умножить на BC. BC является 1 метр. Естественно, AC, это мы когда-то посчитали, у нас получается 3,87. Мы округлили это, тоже метр. Метры сократились. Итого мы получили 258 ньютонов. В данном случае, видите, разница. И тогда то же самое F трения будет равна 258 ньютонов, потому что F трения – это реакция, это составляющая множится на метр. F трения тоже будет равна 258 ньютонов. Поэтому при решении подобных задач желательно бы уточнять, каким образом ориентирует вот этот вес. Он ориентируется по отношению к линии горизонта, или он ориентируется перпендикулярно плоскости горы вот этой. Но обычно логически это вес-то вот так вот направлен. Хотя он потом раскладывается на составляющие, которые давят на плоскость горы, но она удерживается реакцией горы, и на составляющие, которые скачивают этот вес с горы.